Огромное количество людей хочет купить себе крутую тачку, но не имеют на это денег. И поэтому они покупают BMW X5 за 400 тысяч рублей, именно так, как это сделал я. Очень многие не покупают, но планируют или хотят это сделать. Поэтому, друзья, сейчас я, как человек, который полгода назад сделал вот такое приобретение, расскажет вам все подробности, плюсы и минусы. Поехали! Для того, чтобы понять, откуда растут ноги всех проблем этой машины, нужно разобраться в ее истории. Она появилась на свет в середине 90-х годов, как только Mercedes выпустил свой первый кроссовер ML. BMW срочно нужно было чем-то ответить для того, чтобы не терять клиентов, и они на базе E39 пятерки BMW создают вот эту вот машину. Мотор, салон, подвеска, огромное количество деталей ей досталось от ее предка. Что-то из этого подвергалось изменениям, улучшениям, например, мотор раньше перегревался, на X5 этого уже не происходит. Ну и, собственно, почему X5? И потому что пятерка BMW, и они ее поставили на технологию X-Drive, то есть полный привод. У этих машин бывает несколько разных моторов: 3 литра бензин, 3 литра дизель, 4,4 бензин и 4,6 бензин. Это большая редкость, я в этом, честно говоря, не особо разбирался. Я знал только следующее: мне нужен 3 литра бензин. Во-первых, потому что в нем меньше деталей, а во-вторых, потому что он дает меньшую нагрузку на остальные агрегаты автомобиля, соответственно, они служат дольше. Но помимо того, что с таким двигателем машина ломается меньше, так у меня еще и налог в год гораздо ниже, чем у владельцев других двигателей, потому что у меня еще нету 250 лошадиных сил, соответственно, налог что-то в районе 10-15 тысяч рублей. Если бы у меня был следующий мотор, то налог бы уже был за полтинник. Но есть и минус у трехлитровых моторов. Несмотря на то, что я меньше денег трачу на ремонт и меньше денег трачу на налоги, они расходуют не меньше бензина, чем 4,6 или 4,4, но при этом эмоций дарят гораздо меньше. Что касается ощущений за рулем, то здесь, конечно, для водителя сделано все, потому что здесь автоматические электрические регулировки руля, сиденья во всех плоскостях, высоте и прочем. Причем у тебя есть 3 ключа, и на каждом из них сохранена определенная настройка сиденья и руля. Соответственно, если в семье есть 3 человека, которые пользуются машиной, у каждого свой ключ, ты садишься, поворачиваешь, и машина сама перенастраивается непосредственно под тебя. Касаемо езды, когда на этой машине ты ездишь по городу, ты все время собран, ты все время вот в таком вот напряжении, потому что руль тяжелый, она сама по себе постоянно заставляет тебя искать дорогу. Вождение исключительно драйверское, оно нацелено на такой спортивный стиль. Просто спокойно ездить вот так здесь, конечно, тоже можно, но эта машина задумана для другого, и поэтому искать в ней спокойной езды, наверное, было бы неправильным. Я ездил на этой машине за 1500 километров в горы Хибины. Я могу сказать то, что она не для дальних поездок. Несмотря на то, что эта машина уже во многом устарела, здесь все еще стоит кассетная магнитола, эргономика салона сделана очень удобно. Не обошлось, конечно, и без минусов. Во-первых, здесь очень плохой звук. Даже не на том уровне, который сейчас ставят в дешевые машины в базовой комплектации. Во-вторых, здесь очень мало различных бардачков, каких-то полочек. То есть заезжаешь ты на парковку, получаешь жетон или талон, а тебе его, по сути, даже положить некуда, кроме как в подстаканник. А самое главное, что сами эти подстаканники настолько близко расположены друг к другу, что сразу 2 напитка туда поставить не удается. Касаемо ремонтов, конечно, в этой машине огромное количество проблем. Первое – это возраст. Машине 16 лет, и поэтому, естественно, какие-то детали ломаются по первому разу, какие-то по второму, какие-то уже по третьему. Особенно это касается подвески. Так как это кроссовер, который весит гораздо больше, чем BMW 5 серии, но стоит на подвеске от 39-го кузова, то, естественно, эти все рычажки постоянно ломаются под весом этой тяжелой машины. Особенно, если вы будете ездить на низкопрофильных, здоровенных катках, то тогда подвеска будет убиваться за несколько месяцев. Если все-таки пересилить себя, пожертвовать красотой и поставить вот такие колеса, как поставил я, то тогда подвеска будет ломаться гораздо реже. Дальше проблема — это проводка. Проводка здесь гниет по всей машине. То есть мне пришлось менять парктроники тупо потому, что провода, которые шли под днищу машины, прогнили настолько, что сигнал по ним уже не проходил. Это касается не только парктроников, но и вообще любых кос, которые проложены по этой машине. У вас может так все заклинить, что вы просто охренеете разбираться. А каждая новая коса будет стоить 5, 10 или
или 15 тысяч рублей. Она еще не сгнила снизу, но вот здесь вот на дверях у нас уже появляются вот такие вот неприятные штуки. Касаемо цен за детали, здесь, конечно, есть абсолютно все варианты. Вы можете купить как китайскую, самую дешевую подделку буквально за копейки, так и можете заказать оригинал. Тем более, что если у вас есть желание самому ковыряться в этой машине, то в интернете есть все возможные мануалы, и любую деталь вы сможете заменить сами. Диагностику на этой машине лучше делать не реже, чем раз в 3 месяца, потому что тогда вы сможете находить все проблемы на корню и исправлять их до того, как они испортили еще что-то. За время владения этой машиной я проехал 12,5 тысяч. На ремонты я потратил 182 700 рублей. Я сейчас не считаю покраску, химчистку, то есть именно на ремонты, для того, чтобы машина могла нормально ездить. Если эти деньги разделить на 12 500 километров, которые я проехал, то получится, что 1 километр на этом автомобиле стоит 14 рублей 61 копейку. Это не считая бензина. Расход после того, как я заменил катализаторы, составляет около 18 литров на 100 километров по городу. Когда ты едешь на такой машине, ты, во-первых, чувствуешь себя в безопасности, тем более, что это действительно так, эта машина очень безопасная. Во-вторых, ты выезжаешь со двора, и вот, например, у тебя такое маленькое окошечко для того, чтобы выехать, ты просто нажимаешь газ, и она идет, она нормально идет, очень уверенно набирает скорость. Все, прошло пару секунд, а мы уже идем на скорости потока. Вот, смотрите, у нас светофор заморгал, вот мы пошли, вот мы успели на желтый, вот зеленый моргает, оп, все, нам достаточно просто нажать газ, и мы все успеваем. Это машина, о которой надо не говорить, а на которой надо ездить. Подведем итог. За такие деньги ничего подобного вы точно не получите. Да, она ломается, да, она выделывает вам периодически мозги, но ощущение за рулем — это очень круто. Естественно, нельзя считать, что это внедорожник, потому что у нее короткий ход подвески, отсутствие блокировок, но если вам надо будет по какой-то грязи доехать до дома на даче, вы это с легкостью сделаете. При этом вы получаете абсолютное уважение на дороге. На этой машине можно перестроиться всегда и везде, хоть через 3 ряда. Также я проводил эксперимент, насколько девушки хотят познакомиться с парнем на этой машине. Вы можете его посмотреть по ссылке на экране и в описании, если еще не видели. Там тоже результаты впечатляющие максимально. Конечно же, эта машина уже устарела и в каких-то аспектах не отвечает последним веяниям моды, но все равно она была супер актуальна 10 лет назад. Она актуальна сейчас и будет актуальна еще минимум лет 5. Поэтому, если у вас есть желание и вы понимаете, что вы можете позволить себе платить за ремонты или ремонтировать самому, то тогда обязательно сделайте это. В общем, все, друзья. Всем огромное спасибо за внимание. Я ни на секунду не жалею, что я приобрел этот автомобиль. Всем пока!